Одной из самых известных реальных историй про тот самый северный характер является Великая гонка милосердия. В 1925 году несколько человек спасли целый город Ном на Аляске. Тогда, в разгар полярной зимы, в отрезанном от мира поселении вспыхнула эпидемия дифтерии. Единственная сыворотка находилась в Анкоридже, за 1000 километров. Самолеты из-за бурь взлететь не могли, а лед сковал порты. Тогда 20 погонщиков и около 150 собак отправились в опаснейшее путешествие, чтобы доставить лекарства. В условиях 50-градусного мороза и снежных бурь они прошли путь, который обычно занимал 25 дней, всего за 5,5 суток. Легендарный погонщик Леонард Сеппола и его пес Тога преодолели самый опасный участок по заливу Нортон-Саунд. Последний этап прошел Гуннар Каассен с вожаком Балта. Каассен закончил путь в одиночку, доставив сыворотку в Ном и сохранив жизни сотням детей. Говорят, что северяне — это особая порода людей. Сдержанные, суровые, немногословные. В сегодняшнем видео мы попробуем разобраться, что это — штамп из советских фильмов или реальность, которую выковал климат. Разберем феномен северного характера, выслушаем рассказы реальных людей и попытаемся понять, почему северяне такие, какие они есть. Поехали! Первое, что бросается в глаза при знакомстве с северянами, это их очень трепетное отношение к традициям и семье. На севере это про выживание и сохранение ресурса. Исследователи Севера писали, что условия Арктики настолько суровы, что они не позволяли людям роскошествовать абстрактными идеями. Все подчинено одной цели — сохранить род. Непозволительна была безрассудная затея рисковать семьей, жизнью человека на этой суровой земле. Посмотрите на якутский праздник Исыах. Это не просто вечеринка, это культурный ген нации. В старину на севере была жесткая профессиональная иерархия. Баатуры – защитники, аюуны – шаманы, уус – мастера. И только тот, кто проходил все испытания, становился кихили-кихи – человеком из людей. Семья и род здесь – это не просто слова. Это страховочный трос в снежной пустыне. Часто говорят, северяне холодны не только снаружи, но и внутри. Но так ли это? Исследователи Абдорского севера, исторической области в низовьях Хаби, нашли уникальные поговорки народов ханты и ненцев. Они прямо отражают отношение к пустой болтовне. Например, ненецкая поговорка в пересказе гласит: «Много говорит, а чум дырявый». Или «С болтливым всех оленей растеряешь». Понимаете? Если ты много болтаешь, значит, ты вовремя не починил чум, и семья замерзла. Если ты хвастаешься, ты не уследил за стадом. На севере слово имеет вес. Жесткость здесь — синоним надежности. Если северянин пообещал, он сделает. А если не может быть в этом уверен, будет молчать. Есть такой термин «понты». На юге, на Кавказе или в жарких странах умение себя подать, громко заявить о мире — это часть культуры. На севере за это презирают. В уже упомянутых очерках по истории Абдорского севера четко прописано: северяне осуждали болтливость, несерьезность и легкомыслие. Считалось, что эти качества умаляют ценность личности. Человек, который рисуется, тратит энергию на внешний эффект, а не на дело. В тундре такой долго не проживет. Вот вам история от одной жительницы Норильска, которая пишет в своих заметках следующее. Северяне выглядят моложе своих лет, потому что мы – продукт длительного хранения, результат шоковой заморозки. Когда растешь в окружении, где от мира тебя отрезает тундра, волей-неволей учишься подолгу молчать и находить развлечения для своей души в ограниченном пространстве. Учишься думать, не растрачивать себя по пустякам. Хвастовство здесь — это просто глупость. Зачем кричать, если тебя и так видно за версту в безмолвной белой тишине? Но самый интересный контраст открывается, если сравнить северян с южанами. Почему они такие разные? И дело тут не только в культуре, но и в биологии, и в социальной организации. На форумах часто встречается теория: чем южнее, тем горячее темперамент.
Мы воспринимаем южан как вспыльчивых, а они северян как бесчувственных. Один из пользователей метко заметил: на севере людей всегда было мало, скученности меньше. Чем севернее, тем спокойнее и терпеливее люди. Сила и энергия экономились для выживания, а не на то, чтобы отобрать кусок повкуснее у соседа. А южане потому такие вспыльчивые, что реагируют на опережение. Но есть и другая сторона. Фольклористы отмечают, опасностей на севере настолько много, что истерика просто убивает. В Архангельской области до сих пор жива традиция сказителей. Раньше, когда рыбаки уходили в море, они брали с собой сказителя былин. Считалось, что если спеть эпос, ураган утихнет. На юге бурю можно переждать на берегу. На севере только договориться с ней или погибнуть. Отсюда и внешнее спокойствие. И, наконец, вот что рассказывает о северном характере коренная северянка Наталья Ефимова из Петрозаводска. Она мать 3 детей, предприниматель, создатель пансионата «Северянка». Я вышла замуж по любви, и чтобы жить так, как мы сейчас живем, нам пришлось с мужем не просто работать, а впахивать. У нас дочки занимались фигурным катанием, а спорт детей – это такая часть жизни, которая не дает родителям расслабиться ни на секунду. Нам хочется жить в своем доме, а не в квартире. Пусть не в огромном, но со своей землей. И мы работаем. А вот цитата от другой северянки, чей возраст перевалил за 100 лет. Любови Яковлевны Андрюшиной из Архангельской области. Когда ее спросили о войне, она просто сказала: «Война началась, мужиков-то всех на войну взяли. Я тоже заявление подавала, меня не взяли, потому что надо на заводе работать. Вот я так всю войну и работала, то в очистном, то в древесном». Чувствуете эту философию? Северянка не ждет принца, который решит все проблемы. Она встает рядом с мужем и делает дело. Она спокойна, потому что тратить нервы на пустое – непозволительная роскошь, когда за спиной дети и за окном минус 50. Северный характер реален, но это не про вечную суровость и холод в глазах. Это про глубину, про умение ждать, про невероятную работоспособность и про честность. Северяне не носят маски. У них просто нет на это лишнего времени или сил. Их щит – это спокойствие, а их оружие – надежность. Дорогие друзья, а вы согласны с таким утверждением? Как вам кажется, вы встречали таких людей? Пишите в комментариях, не забудьте активировать колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски, и подписаться на наш канал, если вы до сих пор этого не сделали. А с вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!